Так, сегодня поговорим об фронте, который, как известно, мертв. И, наверное, судя по всему, как я покажу, наверное, уже и не поднимется. Вот, понадобился мне визуализатор Rate Limiter. Я попробовал сначала найти готовый в Гугле. Мне казалось, что такого добра должно быть навалом. То есть множество было всевозможных визуализаторов, насколько я помню, на моей памяти. Еще с конца 90-х такие вещи активно делались. Но к удивлению, ничего не нашел, даже похожего на работающее в Гугле. Вот, и решил воспользоваться подписочкой и модельками с подключенными агентскими возможностями для того, чтобы это сделать. Дал я, значит, вот просто список алгоритмов, промпты, которые должны быть визуализованы. Сказал, что это должен быть комбо-бокс, по которому выбирается набор параметров, которые нужно предоставить этому алгоритму. Ну и должна быть кнопочка пуск для того, чтобы начать визуализацию. Про кнопку всплеска ничего не говорил, вот, но агент это сделал. Про цвета какие-то, про оформление, про то, как эти все кнопочки комбо-боксы должны быть расставлены, ничего не говорил. То есть буквально минимум информации. И мне вот китайская моделька выдала вот такую красивую страничку. Ну, правда, по кнопке пуск ничего не происходит. В Developer Tools можно увидеть, что есть какие-то ошибки. Вот, есть вот такая ошибка. Я попробовал отдать обратно LLM с агентами. И, в общем-то, LLM китайская на этом месте заглючила и ушла в какую-то не ту степь. И я от нее переключился к другой уже модельке, американской, которая показала себя хуже с предсказанием, например, того, что у нас происходит в Гоуланге. Вот. Ну и американская модель нарисовала мне даже лучше. То есть, на удивление, прям очень подозрительно похожие у нас панельки. То есть это, видимо, какой-то отраслевой стандарт. Панели слева, да, вот и тут параметры как-то они под комбо-боксом, кнопочки пуск, всплеск. Ну вот прям вот, ну здесь разве что вот эти всего принято отклонено, это в отдельных квадратиках сделано. Ну, так даже красивее. Да, и кнопочка всплеск, и пуск они тут с иконками. Но, по правде, по кнопке пуск тоже получились какие-то траблы. А, Посмотрим, какие тут. То есть тут Uncode Access Processed. Ну, какая-то другая ошибка. Вот здесь Uncode Access Processed. Здесь Developer Tools. Что-то другое. То есть, ну, походу, код все-таки разный. Делается, несмотря на то, что визуально, ну, очень похоже и прям вот навевает это на мысли подозрительные. Вот, и что сделал? Отдал в модель ошибку, модель меня немножечко пошушала своими агентами, пошевелилась, и уже со следующего первого вот этого вот исправления выдала уже что-то работающее. То есть тут у нас вот мы можем запустить, нажать кнопочку всплеск, чтобы добавить такие какие-то запросы, которые у нас отваливаются. И вот все вот так вот красиво у нас работает. Вот. И с пояснения даже пока таки, но больше ноль. Всплески проходят, рефил, токенс. Все, в общем-то, очень красиво и работает, и прям сразу. И очень похоже на корректную работу. Вот, то есть переключения тоже все работают, параметры индивидуально моделям конфигурируются. Вот, визуализация тоже индивидуально конфигурируется. Вот, например, слайдинг window, стоп, слайдинг window. Так, Leaky Bucket, пуск. Так, ну здесь вот я ее все-таки добил своими переключениями. Leaky Bucket, пуск. Вот у нас появляется Leaky Bucket. В принципе, для демки, которая мне нужна, достаточно хорошо работает. Вот. Ну, иногда уходит куда-то в не ту степь, можно просто перегрузить страничку, этого мне вполне достаточно. Ну, вот как-то так, какая-то такая вот вещь. Так, вот мы видим, что а, надо перегрузить страничку перед с тем, как сказать пуск.
Вот, ну, то есть поражают модели, таких возможностей я год назад не видел. То есть все растет, развивается. Вот, фронтам, которые не погружены в какие-то особо специфические крутые сценарии, ну, действительно будет тяжело демонстрировать то, что они могут делать что-то лучше, чем LLM-ки с такими вот нынешними возможностями LLM, с подключенными агентами, прошу заметить. Вот. Ну, тоже там свои есть нюансы, за агентами приходится следить, иногда у них там не проходит какой-то кусок баш-скрипта, и они это просто даже не замечают, но опытные руки и глаза, скажем так, очень быстро помогают это все исправить. Вот, ну, вкратце так, то есть код, получается, больше писать не надо, постепенно превращаюсь в оператора LLM. -ок. Вот, правда, пока тоже непонятно, куда эти операторские способности девать. Ну, вкратце все, что я хотел сказать. Всем успехов. Посмотрим, что будет через год или через пару лет. Что будут агенты и LLM-ки, и, может быть, что-нибудь еще будет новое, кроме агентов. Напомню, агенты активно начали входить в оборот где-то год назад. Вот. Ну, в общем, все цветет и развивается. Работы фронтов отбирается, скажем так, работу фронтов. Но будем надеяться, они найдут себе что-то получше и не очень вредное для них самих и для других людей.